Не нужен выбор мне. И так все хорошо, зачем менять? А все нормально. Чтобы эта фигня с Украиной закончилась. Навальный пусть будет. Может, выбор сейчас. Путин, наверное, будет. Слишком много дел все-таки Путин делает для страны. А что изменится, если другой придет? Какова селекция социальная, это все известно. Я хочу, чтобы он был одним, единственным навсегда. Назовите кандидатов на выборы 2024 года. Кандидатов? Знаете, какие выборы будут? Ну, президента? Да. Ну, соответственно, это Путин, наверное, будет. А Зюганов, наверное, будет от КПРФ. Ну, а вообще другие партии я не очень знаю. Хотели бы увидеть кого-то нового, кого-то другого, каких-то перемен? Ну, хотелось бы, чтобы была партия, которая выступала за отличие, допустим, от того, что сейчас происходит в России, за какие-то, ну, по нашим общественным меркам, новые представления о жизни. Вот хотелось бы, чтобы такая партия появилась. Если, может быть, она есть, я просто не углубляюсь в изучение этой темы. Не вижу, кто бы мог заменить Путина в данный момент. Вы думаете, почему так вот за 20 лет не появилось никого, вот кого бы вы могли заметить? Ну почему? Потому что слишком много дел все-таки Путин делает для страны. Поэтому мы видим его дела. Поэтому, конечно, проблем много, кто спорит. Но проблемы, на то они проблемы, чтобы их решать. Постепенно решаются. Даже не слышал об этом. Знаете, какие выборы будут? Нет, не в курсе. Путина. А, в 24-м, ну да, в 24-м. Как думаете, есть еще какие-то кандидаты? Нет, конечно. А должны быть. Я думаю, да. А почему их нет? А это другой вопрос. Ну, как думаете, почему нет? Вот. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Мне, честно говоря, все равно вообще. А перемен каких-нибудь хотели бы? Нет. Почему? А все нормально. О выборах президента Геннадий Андреевич Жиганов. А еще кандидаты? Все-таки Геннадий Андреевич, сколько ему лет уже? Ну, тогда его преемник на его посту. Коммунисты однозначно. Почему коммунисты? Потому что это на сегодняшний день единственная партия в Госдуме, которая говорит правду. И которая действительно голосует за законы, которые направлены на благо народа. Это определить очень легко. Берете Думский вестник и смотрите, кто как голосовал за какие законы. Кого я хочу на выборы? Президенты Путина обязательно. А еще кого-нибудь? Конкуренция, альтернатива? Так, еще могу сказать так. Тот, который у нас премьер-министром сейчас, Михаил Мишустин. Вот все. Но Путин на первом месте. Безоговорочно. А как вы считаете, вот 20 лет у власти Владимир Путин? Это не важно совершенно. Он знает все. Поэтому мы в нем уверены, мы ему доверяем во всем. Он у нас просто прекрасный президент. Лучше у нас еще не было. Ой, у меня нет вариантов, к сожалению, я не знаю. У нас Путин есть. Ну, я сейчас за него. А вот еще какая-то же все-таки слово «выборы» от слова «выбор». И вот все-таки должны быть какие-то еще кандидаты. Предложить кто-то должен, наверное. Ну, кто должен? Какие-то еще, не знаю. Даже без понятия. А выборы знаете, какие будут? В 24-м выборы президента. Как думаете, есть какие-то кандидаты у нас еще? Да я фиг его знает. Путина опять толкнут. Хотели бы перемен каких-то? Хотели бы, чтобы эта фигня с Украиной закончилась. Назовите кандидатов на выборы в 2024 году. Знаете, какие выборы? Ну да, президента. Не знаю. Я тоже не знаю. Ну, есть какие-нибудь кандидатуры у вас, может? Нет, наверное, нет. Егор Крид. Я не знаю. А хотелось бы вам какого-то другого президента посмотреть, увидеть что-то новое, а то родились и выросли при одном? Да нет, наверное. Нет. Вам даже не хотелось бы чего-то другого? Нет. Почему? Ну и так все хорошо, зачем менять? Я, если честно, наверное, вам никого не назову, потому что не очень сильно углубляюсь вот в политику. Ну, вот выборы Путина, президента. Вот, может, у вас есть какие-то кандидаты, которых вы хотели бы видеть? Может, какие-то политики, которые вам как-то симпатизируют? Даже не знаю. Просто молодая, красивая, надо же что-то другое посмотреть, правильно? Ну да, я согласна. Кого-то другого. Кого и где?
Я буду искать информацию об этом, буду узнавать что-нибудь. Кандидатов? Ну, это же от каждой партии есть кандидаты, девушка. Почему я вам должна называть? То, что... Может быть, какие-то кандидаты, которых вы лично хотели бы видеть на выборах, за которых бы вы проголосовали? Я за которых проголосовала, я им верю. Владимир Владимирович Путин. А еще? Больше не нужно. Ну, а какая-то конкуренция, сменяемость власти, Незачем. выбор должен быть? Тогда зачем выборы, если у нас... Не нужен выбор мне. Ну, то есть можно отменить выборы? Конечно, Вы поддерживаете? абсолютно. Почему? Я хочу, чтобы он был одним единственным навсегда. Почему? Вот так. Классный, очень харизматичный человек. Я не знаю. Знаете, какие выборы будут? Нет. Путина. Может, кандидаты какие-нибудь у вас есть? Нет. Вообще не слежу даже за этим, мне интересно. А вот другого чего-то хотели бы увидеть, посмотреть? Другого? Нет, пока Путин стоит, мне все нравится. А нравится что конкретно? Ну, вот вся жизнь. Но я вообще не увлекаюсь политикой, так что не знаю. Ой, нет, я не буду ничего называть. Путин. А еще? Все, больше никого. От слова выборы, значит, выбор должен быть какая-то альтернатива, конкуренция. Извините, мы спешим. Я даже не знаю. Они уже есть? По-моему, мы уже как раз сделали то, чего нельзя делать. Ну вот выборы будут Путина. И вот если... Может, у вас какие-то есть кандидатуры, вот кого бы вы хотели видеть? Честно, не знаю, да. Не знаю, как на ребят. Наверное, все так же останется, как и было, Владимир Владимирович. Да я не знаю. Не, честно, да, я тоже не знаю. Ну вот, Без понятия. Ну да. Думаю, он может ответить. Политику, кстати, Да, увлекается. Скажите нам что-нибудь. Я без понятия. Ребята, хотели бы вот вы каких-то перемен, чего-то другого поглядеть? В колледже перемены Какие? по 10 минут, по 30 лет. Я имею в виду перемены в стране. Ну вот вы родились и выросли при Владимире Путине. Другого, по сути, ничего не видели. Может, хотелось бы... Нам не с чем сравнивать, Да, получается. на самом деле. Но, а что изменится, если другой придет? Вот мне просто интересно. Придет другой, что будет вот сейчас тогда. Потому что сейчас более-менее все понятно как-то еще. Иногда там что-то бывает такое, а в дальнейшем там, Вы верите вот в какое-то светлое, ваше лично светлое, процветающее будущее в России при Владимире Путине, которому 98 лет? И он президент. На самом деле... Да не будет он уже президентом тогда, это очевидно. Кажется, да. Я не знаю, Ну да, да, на самом это- деле. как-то сложно все. Не участвуем в выборах и кандидатами не интересуем. А как же жить политическое будущее какое-то? Мы знаем, по какому критерию отбираются кандидаты, каковы социальные лифты, каков отбор, какова селекция социальная. Это все известно. Но я социальный психолог. Молодежь меня не понимает в этом плане. Скажите, а как же вот россиянам жить дальше, если выборов у них считаю, нет? На мой взгляд, система сама себя отработает и живет, и обновится, так как это в природе случается. Вот, как-то так устроен наш мир, наш социум. Я другого выхода не вижу. Президент, какие выборы конкретно? Президента. Которые я хотел бы видеть или которые... Которые вы хотели бы видеть, и которые будут? Знаете, это достаточно хороший вопрос. Я бы хотел, наверное, сказать, кого бы я не хотел видеть, чем кого-то. Кого не хотели бы? Владимир Владимирович Путин. А так, я бы еще не хотел видеть, наверное, Зюганова. Вот. А другие, если честно, кандидаты, пока я никого не видел. Предвыборная кампания еще не началась, и хотелось бы узнать вообще, кто баллотируется. А как вы думаете, почему у нас в стране нет никакой альтернативы? Нет? Но есть причины разного типа, есть причины частично политические, частично культурные. Я думаю, для вас самих это не секрет, что многие люди у нас в стране очень к выборам и к политике относятся недоверчиво. И вот недавно были муниципальные выборы, например, даже здесь в Чертаново, и очень мало кто пошел. Я пришел на выборы, и не было, на мой дом никого. Вот. Но я, конечно, может быть, все 99% все проголосовали онлайн, а я как дурак один пошел вживую голосовать. Но просто, в общем, люди не доверяют, мне кажется,
выбором. Ну, скорее всего, правильно делают. Как вы думаете, перемены какие-нибудь в России когда-нибудь будут, и что для этого должно произойти? Перемены есть всегда, перемены есть и сейчас, и я считаю, что незаслуженно люди не верят в выборы. Даже если чисто теоретически можно потасовать что-то где-то, все равно, если большая часть населения придет и проголосует, это невозможно будет изменить. В 2024 году, к сожалению, сейчас не могу вам ответить, за этим не следил. Ну, в 2024 году будут выборы Путина. Вот есть еще какие-то кандидаты? Я могу предположить только по партиям. Ну, это, очевидно, Единая Россия, как вы уже сказали, хотя у нас беспартийный вроде президент должен быть. Коммунистическая партия, Справедливая, Новые люди, насколько я знаю, сейчас вроде есть. Наверное, все. А хотели бы видеть кого-то нового, чего-то другого? Вероятнее всего, да. Может быть, какие-то продвижки были. Не знаю, можно ли так выражаться. А так, ну да, скорее да, чем нет. Президента. Ну, Путина. А еще, ну, все-таки выборы, от слова выбор. Да, выбираем. Соответственно, выбор же должен быть какой-то, кроме Путина. Еще ж кто-то должен быть. А вроде никто же не выдвигался еще кроме него. Или вы потенциальных имеете? Потенциальных, да. Навальный пусть будет. Так он же в тюрьме. Может выпуститься. Как Под давлением мировой общественности. Пока давление мировой общественности тут. Но пока не срабатывает. Как же вот нам, россиянам, ждать этого давления? Что нам делать? Но ждать пока. Лучших времен.